Пацаны, всем салам. В общем, сегодня прям массово так на СТО заехали. Помните, Евгений? Мы тебя помним, да. Который по RX через выхлоп залез, да, и через спуск вылез. В общем, кинта тачка, помните, да, фары делали. Задымило, и сегодня, точнее не сегодня, а завтра будем менять маслосъемные колпачки. Уже как бы сняли клапанные крышки. Кстати, они у тебя остались, да, смотрите, вот состояние. Хотя человек раз в 5000 масло менял. Но клапанным крышкам, как видите, немножко плохо. То есть они все равно закоксовываются. Возможно, до него с машиной, да, плохо обращались. Масло меняли нечасто, и поэтому вот такой вот нагар мы видим на двигателе. В принципе-то ничего страшного, все можно почистить, отмыть. Но как-то так. В общем, завтра поедем с утра за запчастями. Там прокладки, все покажу, что, кого, куда. И цены. Ну, такая работа, замена маслосъемных колечек, где-то 65 тысяч, 60 тысяч стоит работа. Снять верхнюю часть двигателя. Взяли вот такой азелит. Это у нас антижир для казанов. Тут казан даже нарисован. И смотрите, что творит эта жижа. Она отъедает вот эту копоть, все, что было на крышках. Ну, это одну мы замочили, так сказать, для эксперимента. Вторую сейчас на камеру снимем до-после. Вон, купили кучу запчастей. Сейчас будем Жень, посмотри запчасти. смотреть, да, что там. В общем, замена маслосъемных колпачков. А вот вторая крышечка. Эту крышку еще не трогали. Ух ты, ух ты. Тут капец, короче. Прям нагар. Как вот на казанах. новая же. Ага, новая. Почти. Это же. Сейчас посмотрим. А сколько она так действует? Ну, по разъедать. Буквально. Она быстро разъедает, это азелит. Азелит капец работает. То есть можно там плов делать, если для казанов. Да, Погоди, потом как раз в клапанной крышке плов сделаешь. Ну, настоящий. Ну, и можно. Едкая, да. Желательно в перчатках это делать. Руки разъедает ужасно. Ну, в общем, забрызгали. Будем ждать, потом посмотрим. Да. Так, значит, что взяли? Прокладки клапанных крышек. Ека. Их штук 2. Оригинал, да, нужен? Да, это оригиналы. Короче, пацаны, если кому запчасти нужны в регионы, там, можем с Алматы отправить, звоните, телефоны все в описании будут. Не, ну ты говоришь. Бэушные новые, сальники. Сальники, Это распредвала. шахтовые. Колечки шахтовые. Шахтные кольца, 6 штук. Сальники Вот они, распредвала, распредвалов. сальник коленвала. И колено. И маслосъемные колпачки, собственно, они разные в оригинале идут. Вот эти светлые на впуск, а на выпуск темные идут. Темненькие. А если будете дубликат брать, они все одинаковые будут. Лучше возьмите оригинал. Там ценник не сильно разнится. 24 штуки. Прокладка верхняя. Прокладка под коллектор впускной. Ремень ГРМ. ГРМ. По качеству. Чего? Там наклейка. Original, Toyota. Ну, оригинал. Там Сапун. сапун. Вот это тоже оригинальный Ссылочка сапун, на он сапун. отличается от дубликата, капитально Ты его отличается. вот так покажи. Даже по качеству, да, видно, что здесь никаких задиров, то есть он такой ровненький весь. А дублик он как будто из двух половинок. Это сальник сапуна, он тоже идет под этим, ну, из-под него обычно масло дает. Бензонасос взяли Мацума, Насос. японский, и к нему этот фильтр грубой очистки. Для чисточки. Упакован. Ну и масло взяли Мобил 530 и фильтр. Ну это вроде оригинал, да, смотри, прям у них. Где топливный фильтр? Еще Еще пакет один. Там. Тащи, еще топливный фильтр взяли. У него
Дорест, поэтому топливный фильтр черный, как фляжка. Если рестайл, то там белый большой круглый фильтр идет. Немножко по-другому. Сейчас покажем. Ну и в общем вот это все вышло на много денег, короче, если в оригинале брать. Ремни обводные. И вот он фильтр топливный. Взяли вин-код, в принципе, нормальный по качеству. Ну и он вот такой вот. Это до рестайл. Фляжка черный. Рестайл он другой, белый большой. И ремни еще. Ну и ремешки обводной. И на этот. Ну и все, в принципе, сейчас будем чистить крышки и собирать все. Так, что, забрызгиваем второй раз. Крышки мы не расклепывали, получается. Кстати, уже после первого раза, вот то, что ногтем нельзя было стереть, оно откисло. Вот, сейчас еще раз забрызгали, потом сейчас протрем кисточкой. И уже должно все откиснуть, по идее. Все. Будем смотреть эффект. Но азелит прям работает. Каша снимает. Ну да, там уже металл видно становится. А так все было прям в этом. В лаке. Короче, азелит работает. Вот Можно так. пользоваться. И крышку не расклепывать. О, чистота. Еще чуть-чуть постоит и идеалочка будет. Там уже вот прям это. нормально разъелано. Металл не разъедает. Руки разъедают. Руки страшно разбивают. После разъедает. Так, теперь что касается вот этого нагара. Тут никак не помоешь сейчас, потому что, чтобы это все отмывать, это головки надо снимать полностью и отмывать. Если сейчас начать вот это все оттирать, оно все в поддон, конечно же, уйдет, либо там где-то налипнет, а потом через маслозаборник может забиться. Поэтому вот этот нагар мы будем промывочным маслом убирать. То есть заливать масло промывочное, 1000-1500 проехал, поменял. И вот как-то так. Чтобы снять вот эти вот колпачки маслосъемные, нужен вот такой рассухариватель. Но, в принципе, делают и без него некоторые, с помощью отвертки, да, Молотка. и молотка, да. Но лучше, конечно, инструмент. Почем ты его взял, этот рассухариватель? 25. 25 косарей набор стоит. По сути, на один раз, да. Один раз, да. Почему один раз? Ну, если брать для себя, то, в принципе, что ты каждый день эти колпачки меняешь? А вот на СТО, Если ты для себя берешь. ну так вот это все прикручивается. Сначала вот эти, это получается у нас второй цилиндр, с него снимем. Поставили верхнюю мертвую точку на вот этом поршне, то есть крутим нижний коленвал, засовываем туда электрод и в самую верхнюю точку, чтобы электрод вышел. Делается для того, чтобы когда снимете маслосъемный колпачок, клапан не провалился вниз, потом, если провалится, жопа, короче, будет и разбирать все. А так выставляем верхнюю мертвую точку и снимаем вот эти вот шайбочки. Не перепутайте, здесь вот эти шайбы, они все по размеру. То есть откуда вытащили ее, туда потом обратно и вставьте. Вот там пружинка, чашка сверху и сухарики. Сейчас будем рассухаривать это все дело. Ну, конечно, кокса тут нормально. В общем, решили промыть все-таки мы со снятием поддона. Все-таки так будет лучше. Так, снимаем сухарики. Где-то? Тоже весело. Но рычаг там, по крайней мере, влезет. Теперь главное поймать сухарики. Там их 2 штучки такие маленькие. На магнитик, чтобы они не улетели в движок. Так. Вот один выпал. Ловим магнитонок. Есть один прилип. Ой. Сейчас покажу поближе, как он выглядит.
ко мне. Так. Так, вот они, значит, у нас сухари. Возьмали. Выглядят вот так вот. Мелкие. Потеряешь, не найдешь. Да. Это один? Это два. Они с двух сторон, получается, клапан держат. И что, они новые? Да им-то что будет? Они, второй нужен? они металлические. Нет, а вон мы видим сам маслосъемный колпачок. Вот он. Сейчас мы его вытащим и посмотрим Что, это надо поближе. же? Да, это нужно. Да, это. Ну, а давай-ка пакетик или бумажку что-нибудь сразу. О, А все снял уже? Ну вот, молодец. нажимай на него. Деревянный, да? Дерево. А он и Ломается. сыпется. Он ломается. Чуть-чуть. Ну, короче, вот из-за этого дымит машина по утрам. Это который... Так нужно. Ну вот, сняли, в общем, колпачок. Надо это все почистить, там помыть. И все, и запрессовывать новый. Но сначала мыть. Это уже понедельник. Так, ну, в общем, принцип снятия вот такой. Если есть инструмент, особо ничего сложного нету. В общем, сейчас Женя будет это все отмывать. И уже снимем, когда все будет отмыто, и будем ставить новые колпачки. Ну и, в общем, минут 15-20 она у нас постояла. Разъедает капитально весь нагар. Потом водой смываем это. Каждую щель. И еще раз заливаем. В щелях тоже забиты? Да, там внутри под вот этой пластиной. Но оно, видишь, разъедает хорошо. А если, допустим, обычным вот этим для движков, оно не будет разъедать, так, потому что мы это на неделю. И то мы неделю, блин, мы расклепывали же пластину. Да. Вот, а это капец сразу Ты разъедает. пластинки снимали? Что ли? Да, мы пластинки все вот эти убирали, расклепки. Потом обратно болтами закручивали. Кстати, эти шахтовые кольца тоже доменяются, да? Мы же их купили. Мы, в общем, 2 раза брызнули азелитом. И вот уже смотрите, какой результат. Еще пару раз, и она будет Не, вообще подожди. отмытая вся. Потому Вот что внутри тоже надо. Кстати, вот так наглядно будет. Да, что было. Эту мы 1 раз брызнули крышку азелитом. Эту 2. Оно все пенится и кипит. Варится. Прям вот так вот. Азелитом прям в движок. Уже значительно чище. Взяли, короче, еще масло промывочное, ну обычное. Лукойл Генезис, потому что зальем, поработает, сольем, чтобы вот этот срач весь вышел. Пока ждем, пусть отмывается. Азелит сила, да? Азелит сила. Вот с каждым разом все чище и чище. Крышки почти отмыты. Некоторые места остались. Как было и как стало. Ну и в общем, что было и что стало, уже лучше. Распредвалы вообще отмылись. Все, теперь рассухариваем и снимаем. Все колпачки 2 уже сняты. Остальные. Так, ну вот они, колпачки старые. Видите, тут все развалилось. Пластика нету. Точнее, Резина. наоборот, резина в пластик, а пластик развалился, да. Ну и как-то так. Все, поставили новые, втыкаются также специальным инструментом на свое место. Уже закручиваем коленвалы. Все, смазали. Распредвалы, да, коленвалы. Коленвалы, Коленвалы распредвали, тоже да, поставили. коленвали. Коленвали. Короче, в общем, вот так вот.
все обратно закручивается уже. Моем, собираем, запускаем, проверяем. Охренеть, приехала Женя, оказывается, по ночам работать умеет. Да. Машина-то уже собрана, колпачки поменяли. Уже первую замену масла сделали. Там срача до хрена было. Вот на втором масле прогоняем. Ну, чтоб срач весь выгнать. А так не дымит уже все. На колпачках-то новых. Вишку помыли. Жека молодец. Сейчас еще поработает. Сольем, посмотрим, что там, и еще раз зальем. Уже нормальное масло, да, получается? Мобил 5.30. Пока работает на Лукойле, промывается. Лукойл Genesis 5.30 тоже. Короче, нюансов особо никаких нету, да? По замене колпачков. Просто нужно разобрать и собрать. Разобрать, все промыть и собрать. Правильно. А пока мотор чинили, Саня решил снять бампер. Саню тоже напрягли, короче, покрасить все. Lexus нормально сделать для Миши, чтобы было не стыдно ездить. Вот. Так что покрасом тоже занимаемся. Проблем нет, звоните, пишите. Да, реставрация пластика. Да, пластик отреставрировать можно, что угодно. От батона до не гондона. кучу, да, шпаклевки накидать как попало и нормально сделать. Приезжайте к нам на ИСТО. Полный комплекс услуг. По моторной части у нас все. Сейчас осталось только бампера покрасить и листву. Тут сняли бампер. Увидели вот такое место. Ну, бывает. Походу здесь уже кто-то лазил. Ну и по бамперу можно сразу определить, сколько раз красился этот бампер. По годовым кольцам, как у дерева. Раза 4 не меньше освежали бампер. Вышкуривая все в ноль до пластика. И нормально красим. Вот один бампер уже готов в грунте. Сохнет. Сняли с этого белого Мишиного Лексуса насосик. Тут, конечно, без слез смотреть. Никогда в жизни, наверное, да? Не меняли памперс. Засранный памперс. Да. В Оксе у нас покрас вовсю, то есть вот листву, бампера. Сейчас чуть краски не хватило. Поехали за краской. И скоро тоже все будет готово. Покрасим. Все, включу камеру только когда уже будет готова машина. Так, ну все, Lexus готов, покрашен, обновлен. Теперь это машина. Новые фонарики поставили, бампера покрашены, листва покрашена. Все работает четко. Жека молодец, давай открывай. Саня вообще красавчик. Тачка вылечена. Я клей возьму как раз. Движка шепчет. Все, приезжайте к нам на СТО. Запчасти тоже есть. Звоните, если запчасти нужны на Lexus. Если что-то нужно сделать, тоже заезжайте. Телефоны в описании под видео, как обычно. А у нас следующий пациент. Сейчас покажу. Так, а вот наш следующий пациент на восстановление. Lexus RX 399 года. Ну, пока он вот в таком состоянии. Тут у нас вмятина, нету листвы. Задний бампер, естественно. Все это на покрас. ГРМ нужно поменять. Здесь скотч. Чуть-чуть ржавчина. Здесь тоже бампер. Это хромированная штучка тоже. Резинки оторвались. По салону
Вроде он ничего так. Я видел Лексусы и более ушатанные. По салону здесь нормально. Бар уже 330 стоит. Да, вы узнали. Это Евгешкин Lexus, который мы будем восстанавливать. Делать из него конфету. Сейчас покажу, что там с двигателем. Ну, вот. Здесь шланг бежит. В масле здесь тоже шланг бежит. Подкапотка грязная. Шумит ролик ГРМ. В общем, в следующем видео вот этот Lexus у нас участвует в восстановлении. Зато смотрите, решеточка Silver Sport. Ну и фарки полирнуть надо. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.